выбор подарков себе любимому, так называемому фотографу. Давайте выберем вместе. А если вы считаете так, ну, друзья, пролистайте тогда этот ролик, не смотрите дальше. Друзья, привет, с вами Фарионыч. Небольшое мотивирующее видео для вас, кто ищет свою камеру, не знает, как ее найти, где читать что. Друзья, поехали. Ну что, друзья, привет. Вот и настало это время снега. Зима настоящая, как я говорил, контрастный климат, который сейчас меняется. И сегодня тема видео будет, друзья, выбор фотоаппарата. Мы будем выбирать фотоаппарат с вами. На самом деле этот выбор можно делать и летом, и осенью, и весной. Но способ, который мы будем делать выбор, он будет отличаться от этих токсичных форумов, всевозможных обсуждений, переминаний, специалистов мега, которые диванные, да, аналитики, которые никогда не держали камеры. Ну и студентов, там, школьников всевозможных. Будем заниматься серьезным выбором. И я вам покажу инструмент, с помощью которого в том числе можно выбрать себе отличную камеру. Смотрите, подписывайтесь, погнали. Ну, давайте попробуем приоткрыть двери, завесы тайны выбора камеры. Друзья, первый принцип, который нужно руководствоваться при выборе камеры, это результат, друзья. Все эти удобства, всевозможные фишечки, это все фигня, друзья. Самое главное — результат. А результат где? Правильно, друзья, результат — это ваши фотографии, которые вы продаете, размещаете, репостите, показываете друзьям, родителям, там, родственникам, кому угодно. Поэтому результат определяет выбор инструмента. Вот о чем самое главное. Таким же способом, друзья, можно выбирать и оптику, и всевозможные аксессуары, все, что связано с фотографией, в том числе даже штативы и сумки. Еще один важный аспект. Мы выбираем сейчас фотоаппарат для зимы. Поэтому первое условие, чтобы фотоаппарат работал. Все остальное — это вторично. Мы будем выбирать ту технику, или вы будете выбирать, который будет работать зимой. А зимой что самое главное? Холодно. Самое главное — холодно. При выборе формата изображения, друзья, вот передо мной здесь, видите, рамка такая. Форматы можно обрезать в фотошопе, друзья. А вот разрешение, качество фотографий, углы, по которым свет проходит через оптику, вот это самое главное. Ну и, соответственно, качество оптики. Просветленная, непросветленная, современная, старая. И это вообще отдельная песня. В пейзажной фотографии, друзья, такую красоту зимнюю, да, а скоро Новый год, праздник, который все отмечают по всему миру, друзья. Самое главное, конечно, передать красоту, настроение, свет. Поэтому при выборе камеры, если вы руководствуетесь принципом сделать красивые фотографии, то вам нужно и смотреть в красивом месте, друзья. И такое место есть. Если вы снимаете стрит, друзья, эти правила распространяются в том числе и на стрит-фотографию. Теперь немножко я затрону тему ошибок, друзья, при выборе камеры. При выборе камеры, старой камеры особенно, ну или новой, без разницы. По большому счету разницы никакой. Это которые двойные, да? Угу. Точно. Я бы так и не разобрался, как их готовить. Но у нас вот стоит вот такой вот, типа такого. 195 набор. И Фарионыч здесь с вами. Его видно тоже здесь. Многие руководствуются таким принципом. Вот, эта камера стоила когда-то $5000, 20 лет назад, или там 30, или там $2000, или евро. Значит, она хорошая, дорогая. Есть большой чеснок, а есть вот такой, смотрите, вот таких размеров. Я такого вообще никогда не видел. Это капустян. Капустян. Друзья, перестаньте быть детьми уже. Научитесь уже понимать и подумать, что каждый конкретно дорогой инструмент в любой отрасли создается под узкую задачу.
Современные камеры создаются по другим принципам, о которых я говорю. Друзья, запах, вот эти огромные ели, в Сиде они есть, и не только в Сиде, такой запах от них. Все дорогие цифровые, вот эти так называемые зеркальные, беззеркальные камеры, многие, это не мое мнение, Не широкие надо. многие вот эти посетители форумов говорят только об одном, что они чем дороже, тем проще ими снимать в зеленом режиме. Не знаю, что такое. А как называется? Вот выйдите уже из зеленого режима, из детского, друзья. Вот он туркиш, Kelek. Келек? Evet. И поймите, наконец, что ваша камера, которую вы можете всю жизнь искать, в Файоновиче было десятки камер. Нету идеальной камеры, их не существует. Очень мягкий спуск, такой же, как у Велты. Вот эта штука, она очень удобная. Есть путь, фотография как путь. И на этом пути вам будут встречаться разные инструменты для конкретных ваших задач. Ну вот, друзья, мы опять в этом лифте, который вы, наверное, узнали, да? Где я представлял первый вездеход. Ну, друзья, второй вездеход готов. Но мы его будем представлять в другом месте. Поэтому, если вы надеетесь купить один фотоаппарат и пользоваться им и в стрите, и в пейзажной фотографии в арте, и уезжают. И по кругу дальше. И по кругу дальше пошли. Быстро, кстати, идет очень. Забудьте про это вообще. И все, кончится все ваши мучения. А если вы считаете так, ну, друзья, пролистайте тогда этот ролик, не смотрите дальше. Год назад мы с вами были уже, друзья, в этом месте. И сейчас уже канун Нового года, выбор подарков себе любимому, так называемому фотографу. Давайте выберем вместе с помощью хорошего инструмента. Ну что, молодежь, выбрали камеру? Если еще не выбрали, самое время выбрать, друзья. Осталось немного. Вид из номера. Но пока я хочу вам показать, друзья, это волшебное марсианское озеро. Потому что НАСА обнаружила здесь состав, который был недавно обнаружен в Curiosity. И я это выбрал место именно для поселения. Для чего, друзья? Для вот этого, друзья. Посмотрите, какой вид. Пленочные камеры будут дорожать. Они уже дорожают. И не только за рубежом, но и в России. Спрос на них увеличивается. Ну, вы знаете, когда начинаются проблемы с цифрой. Чем они отличаются? Здесь просто трава добавлена, я так понимаю, да? Кунжур, это не кунжур. А, мне тогда без кунжута. Да. А они начались уже, цифровизацией, поэтому практически во всех местах они 10 стоят в любых магазинах, или здесь они по 5. Поэтому скоро мы увидим всплеск. Проба. Немерено. Ну что, друзья, кому понравился канал, подписывайтесь. Будет много интересного. В принципе, уже много роликов, больше 500 роликов на разные темы фотографий, в том числе и путешествия, пейзажной фотографии, арт-фотографии. Обязательно подпишитесь, потому что я провожу трансляции. Раньше это была среда по средам. Сейчас мы немножко, наверное, поменяем свой режим. Такой большой залез в маленькую кормушку для маленьких птиц. И жрет все подряд, маленьким не залететь. Также бывает часто, видишь, маленький человек с огромной камерой ничего с ним сделать не может. Ну так было со мной, друзья. Только я делал с этими камерами и в школе, и в армии, в институте, и везде.
Поэтому выбор камеры, конечно, это в первую очередь инструменты, который вам удобен для ваших задач. بركي هداك اللي واقف بالباج شو اللي واقف بالباج ها؟ Вот это дом так дом. Всем домам дом. Сюда можно поместиться даже аисту, наверное. Смотри какая вверх, смотри. Так это петух, наверное. Нет, вот это белое. Шутка. Огромный. Большой формат, друзья. Даже не полуформат, как Савельев говорит, и не средний формат, а большой формат. Это для тех, кто уже опытный. Друзья, Уголь. это шок. Я сейчас переключу камеру, друзья, это шок. О, друзья, смотрите, какая здесь красота у нас в углу. Я думал, это дерево тоже уже срубили. Нет, его не срубили. Красота. Смотрите. Смотрите, какой цвет. Просто красотища. Ну, еще не принесли дрозды эти, которые рябиновые. Видите, их синицы едят. Фавионыч сегодня, видите, красно-белый. Красно-белый Фавионыч. От слова красивый. Так что, друзья, если вам понравилось это видео, подписывайтесь и продолжим разговор про фликер в том числе. В смысле, есть стирать? Чистейший песок.